Страх России или страх русского. Вы приедете в Швецию, и у вас обязательно отнимут ваших детей. Боитесь ли вы России как великой державы? Долетит ли до нас уже ядерный пепел, или нас как бы взорвет сразу? 3 раза кто-то кидал яйца в окно. Это тут я русофобия. Я русофобка. Это незаконно в Швеции. И вообще пофиг. Окей, а чё про войну? Мегахон отстой. Все ненавидят. Всем привет! Это YouTube-шоу «Что как?». Здесь мы говорим о том, что тревожит именно тебя. Здесь мы рассказываем о том, что произошло и как нам дальше с этим жить. Да, мы находимся в Швеции. Меня зовут Маша. Меня зовут Лера. Давайте мы чуть-чуть скажем про себя. Я переехала в Швецию 4 года назад из маленького города в Подмосковье Протвино. Я работаю программисткой, и я также занимаюсь спортивным ориентированием. Меня зовут Лера. Я приехала из России около 5 лет назад, чуть больше 5 лет назад. И я родилась в Татарстане, в Казани. Затем переехала в Москву и уже потом в Швецию, чтобы здесь учиться и работать. Я архитектор. Наша сегодняшняя тема — это русофобия. Это то, о чем вы все, скорее всего, слышали. Может быть, из новостей, может быть, от ваших родственников из России и не только. А может быть, вы сами с ней сталкивались. Это такая наболевшая тема для всех нас, и мы будем разбираться, что вообще такое русофобия, как люди с ней сталкиваются, как люди с ней справляются. Есть ли она вообще? Есть ли она вообще? Да, мы будем сегодня это выяснять. Добро пожаловать на канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, бейте в колокольчик. Здесь будет интересно. Итак, мы будем обсуждать русофобию в Швеции. А Швеция, как известно, враг России, особенно после недавнего вступления в НАТО. Вот, поэтому, конечно же, эта тема очень остра и в российских медиа, и в шведских медиа. Вот. Но у нас есть, конечно же, свое мнение, сложившееся за годы жизни в Швеции. Но мы существуем в каком-то информационном пузыре, поэтому мы решили, что мы опросим русскоязычных людей в Швеции, чтобы узнать, сталкивались ли они с русофобией, что они считают русофобией, и составить какое-то более осознанное мнение вообще, как чувствует себя русскоговорящее общество в Швеции, как они себя ощущают, испытывают ли они русофобию на себе или испытывают ли русофобию их близкие. Мы закинули довольно краткий опросник, где мы не уточняли, что мы имеем в виду под русофобией, и мы хотели, чтобы респонденты сами как бы решили и, основываясь на своем мнении и опыте, выработали какое-то мнение о том, что такое русофобия, происходило ли это с ними, с их близкими. И мы получили очень много ответов. Нам прислали примерно около 150 ответов, и они, конечно, были очень разные. Мнения очень сильно разделились. И не только о том, испытывали ли люди русофобию, но и о том, что такое русофобия, и как с ней жить. Этот опросник был очень интересным, и мы решили, что было бы круто поделиться этими результатами более подробно, и, возможно, что в видео мы не все ответы сможем озвучить, не все какие-то нюансы раскрыть. Поэтому мы прикладываем ссылку в описании, где вы можете посмотреть более подробно результаты этого любительского исследования и сделать свои выводы. Перейдите и посмотрите сами, сделайте выводы сами. И поделитесь своими мнениями в комментариях. Сталкивались ли вы с такими же случаями? Что вы считаете русофобией? Или, может, у вас есть какое-то свое особое мнение по этому поводу? Это, на самом деле, очень интересно. Мы можем перейти к уже непосредственно мнениям или даже, так скажем, к небольшому интервью. Вначале я, когда приехала, это был еще такая атмосфера перестройки, хотя это был уже 2008 год, то есть уже в России был Путин, и тут как раз я приехала перед событиями в Грузии, еще до этого. Вот. И было отношение сначала очень хорошее. То есть вот меня встречали, когда я говорила из России, там, например, шофер автобуса, вот чисто не незнакомые, допустим, моего мужа, а просто люди. Шофер автобуса, какие-то вот где-то на улице кто-то или еще что-то. И говоришь из России сразу: Россия, Горбачев, перестройка, и чуть ли тебя не обнимают. Тут же тебе все свои знания русского языка выкладывают, там, путая «здравствуйте», «до свидания» и вообще все. Но, тем не менее, вот очень хорошо было отношение.
Потом оно стало меняться. Грузия вообще не произвела впечатления. Мне кажется, для шведов это было где-то далеко и непонятно. Грузия маленькая страна, это Кавказ, это далеко. И главное, мне кажется, что очень быстро все кончилось. Там буквально они не успели разобраться, что произошло, уже все. Поэтому Грузия как-то вот я не чувствовала, что повлияла. Вот Крым в 2014 году повлиял серьезно. И шведы, которых я знала, они мне говорили, что они не могут понять даже не то, что решение Путина или вот это властей российских, а они были потрясены тем, как радостно россияне это встретили. Для них это было непонятно. Как вроде захватили чужую территорию, и все так радуются, да? И после этого они стали очень осторожны, мне кажется. Вот когда встречаешь нового человека, ну или вот тебя спрашивают, откуда, говоришь, что Россия, и сразу такое настороженное немножечко отношение. Они аккуратненько, но это не отрицание, а скорее именно настороженность. Они аккуратненько начинали выяснять, как ты относишься к Путину, а вот к Крыму, вообще вот к властям. Узнавали, что, допустим, отрицательно, и тут сразу все опять становилось замечательно. Я понимаю, что если бы этого не было, то, конечно, отношение бы их, собственно, и не изменилось бы. Точно так же, как раньше они радовались и встречали, обнимая, типа перестройка Горбачев, ура, Россия, какая замечательная. Ну, точно так же сейчас происходит обратное, противоположное. Не знаю, я не считаю это русофобией. Я понимаю, что уже это неуместно было бы сейчас говорить про какие-то русские культурные события, про какие-то русские праздники. То есть сейчас бы я уже не стала это говорить. Хотя раньше это было куча вопросов, а как у вас это проходит, а как вы этот праздник отмечаете и так далее, а как вы это блюдо готовите. Это всегда у них был большой интерес. Но сейчас я понимаю, что и интереса не будет, и я сама не стала бы говорить. Вот такой ответ нам прислали откуда-то из Швеции, не знаю, из какого города. Тут интересно, что человек вроде бы что-то озвучивает в плане плохого отношения, но потом говорит про то, что это не русофобия, что как будто бы есть какое-то разделение между отношением к политике, да, Да, и к людям или вот к им лично как-то. Да, но мне кажется, тут еще она говорит про то, что как бы первостепенно идет как будто бы политика, то есть сначала там перестройка, Горбачев, все такое, дальше 14-й год уже какое-то охлаждение, дальше 24-й год, и уже как следствие этого люди начинают настороженно относиться к российской культуре, к русскому языку. Мне кажется, и, по-моему, она говорит, как будто бы, что она сама немножечко занимается даже самоцензурой, что ей самой уже неловко, да, говорить про это. Да, но мне кажется, что на самом деле шведы, они интересуются политикой, и они смотрят на Россию, потому что у России со Швецией есть история, да. И, кстати, в шведском языке есть прям такое слово «рискрек», что означает «страх России» или «страх русского». И я как раз про это хотела рассказать, про статью, которая была написана 22 января 22 года. До войны. Да, то есть я на самом деле, когда я искала на российских источниках какие-то упоминания русофобии и решила, посмотрю-ка я англоязычные или шведоязычные источники. И оказалось то, что есть прям слово как бы русофобия на шведском языке. Вот. И есть статья, и я только потом в конце поняла уже постфактум, что эта статья вообще-то была до войны. Уже существовала. Тогда напряжение росло, я помню, что никто в это не верил, что были уже какие-то танки, какие-то учения, но как-то, не знаю, наверное, в русскоязычных, может быть, сообществах все как-то испытывали абсолютно какое-то прохладное отношение к этому, типа, ой, ну опять нагнетают, опять что-то происходит, хотя уже полеты над Украиной запретили, уже была довольно напряженная политическая обстановка. Конечно, да, такого ждать мы не могли. Я помню, что меня мои друзья-шведы спрашивали, ну что, там, Россия собирается напасть? И я такая, да вы чего? Это Путин, он играет мускулами, спокуха, все нормально. Я помню, вплоть до последней недели, вот февраля, я была абсолютно уверена, что все будет окей, но при этом шведы и другие европейцы прям были на стрёме. Вот. И, собственно, я могу про эту статью немножко сказать. Что интересно, потом я нашла в русскоязычных пропагандистских СМИ ссылки на эту статью. Это ресерч шведского журналиста Матса Кнутсена. И он опросил людей в Швеции. Значит, вопрос звучал так. Боитесь ли вы России как великой державы? И 59% респондентов ответили «да». Ну, если честно, так вопрос когда ставят, я сама боюсь России. Да. Вот. И потом, получается, в российских СМИ эту тему уже мусолят, при том, что действительно, ну, по сути, источник
ну, как бы я могу доверять источнику, я думаю, что как бы люди в Швеции, если уж они отвечают, то они, наверное, не врут, и тут как бы достаточно свободолюбивая страна, и люди, я действительно верю в то, что они отвечали искренне. То есть, ну, к слову, к тому, что социологические опросы в России не совсем... Да, тем более с текущими законами. Да. И уже к тому моменту законами иногда люди боятся отвечать на какие-либо политические вопросы. Да, но мне кажется, в Швеции здесь все мнения настолько, ну, приемлемы, можно, конечно, обсуждать. Да, то есть, если человек согласился отвечать, тем более это был анонимный вопрос, как бы этим ответам можно доверять. Вот. И получается, что как будто бы вот оно прямое доказательство, вот оно русофобия. То есть люди в Швеции, там 60%, то есть подавляющее большинство, боится России или боится россиян. И вот тут, мне кажется, очень важно и очень интересно отметить то, что как раз-таки есть разница между тем, чтобы бояться России как державы, России как государства, которое может вторгнуться на территорию другого государства, которое может запустить ракеты. И я могу сказать, что даже там, в марте, в апреле 2022 года я сама бегала, покупала макароны, йод, да, потому мы что... все в Стокгольме проверяли, где у нас бомбоубежище находится, мне кажется. Да, вот карты бомбоубежища. Недавно тоже было вот эти буклетики присылают, что, ну, что делать, вот, если ядерная война, например. То есть, если это русскрек, то вот у меня есть русскрек. Как бы, если мы говорим русофобия, фобия — это боязнь. И у меня есть боязнь того, что российское именно государство начнет творить какую-то дичь, и страх такой есть. И я думаю, что такой страх есть у людей, находящихся внутри России. Ну, мы же не будем называть людей... Ну, я не знаю, может быть, кто-то может назвать людей внутри России русофобами, но по факту есть какой-то страх. Ну, страх перед насилием от государства, Да. как минимум, учитывая последние законы, учитывая напряжение, сколько людей посадили в тюрьму за невинные довольно высказывания, за лайки, за посты. Мне кажется, если это русофобия, то не все ли мы боимся понемножку? То мы все как бы русофобы в этом плане, мне кажется. Когда мы хайкали или ходили в походы по прибрежным деревням, где периодически стоят таблички, вот здесь русские высадились в 1700 каком-то и сожгли деревню 8 раз. Была длинная война, где Швецию пытались принудить к миру или к чему-то, к отдаче какой-то территории, то ли Петр, то ли кто, где-то в 700-м. Причем, что вроде как было характерно, не было особо убийств, просто высаживались и сжигали постройки. И, конечно, жить сложно, когда ты не в индустриальной еще цивилизации, а у тебя сжигают постройку, в которой ты живешь или работаешь, или что ты делаешь. И было бы ожидаемо, что люди будут как минимум с недоверием относиться, а как максимум с открытой враждебностью. Но ничего такого не происходит. Люди добрые, душевные, как правило, даже более открытые в деревнях. И это было очень тепло наблюдать. И очень грустно наблюдать в плане того, что я даже не знал об этих фактах, и мы не изучали это особо на истории или не акцентировали на этом внимание. И, возможно, наши учебники истории немного повернуты несколько раз разными политическими формациями, которые возникали за последние лет 100 или больше. Люди, живущие в деревне, знающие историю своей деревни, что туда приходили русские, сжигали эту деревню много раз, вторгались. Вот эта территория была несколько раз подвергнута насилию со стороны России. И эти люди как бы, ну, выросли с этим, их какие-то там прадеды, прабабушки терпели это насилие, но при этом при общении с этими людьми, вот сейчас там мы, будучи россиянами здесь, в Швеции, эти люди к нам относятся вполне нормально, дружелюбно. Ну, да. И я думаю, что в глазах шведа есть разделение между российским государством и просто человеком из России. И я лично, например, встречала только какую-то поддержку, сочувствие и скорее какую-то обеспокоенность, чтобы у меня все было хорошо, чтобы все хорошо было с моими близкими. И ну, также шведы мне говорили: ой, ну надеемся, что у тебя все хорошо с документами, что ты теперь в безопасном месте, что все хорошо. То есть мне кажется, как будто бы я даже неожиданно встречала много сочувствия и поддержки. Да, я тоже могу сказать, что я не сталкивалась с какими-то скрытыми проявлениями русофобии в мою сторону. И на самом деле очень много я слышала об этом только от моих родителей, которые очень боялись этого, особенно когда война началась. Они боялись, что, не знаю, как-то ко мне будут относиться не только предвзято, но что будет какая-то опасность, что люди могут быть агрессивны даже, что меня могут там уволить с работы, что могут, я не знаю,
кричать на улице. Я не знаю, на самом деле, чего именно боялись мои родители, но как бы они предупреждали, что если что-то ужасное произойдет, обязательно там возвращайся. В то время как я, на самом деле, больше, наверное, боялась не то чтобы за себя, потому что Швеция очень спокойная страна, и шведы очень спокойная нация. Я скорее боялась, наверное, России как великой державы и государства, которое может забомбить Стокгольм в какой-то момент. Я помню, что мы проверяли, какой радиус действия у ракет и что произойдет. Мы жили в каком-то отдалении тогда с моей соседкой. Мы проверяли, долетит ли до нас уже ядерный пепел, или нас как бы взорвет сразу. Я помню, что типа какой-то месяц мы провели вот в таком ужасе, и когда мне звонили родители, говорили, там, а тебя как-то не обижает кто-то, я как-то, ну, даже не задумывалась о том, что кто-то меня может обидеть, и о том, что это вообще какая-то реальность шведская. И мне кажется, наверное, очень сильно изменилось поведение шведов по отношению к россиянам после войны, что люди стали очень бережно и очень аккуратно как-то стараться спрашивать про то, как у вас дела. В первые месяцы спрашивали все, все ли в порядке с вашей семьей, есть ли у вас какие-то проблемы, там на работе тоже спрашивали. На работе я работала тогда с коллегой, у которой была девушка-украинка, ее родители были под бомбежками, она вывозила своих родителей, он ей помогал. И даже у меня не было никаких негативных комментариев, наоборот, первый день мы обнялись и не работали весь день, потому что мы не могли. Но шведы относились очень-очень доброжелательно, очень спокойно. Первое время, мне кажется, никто даже не спрашивал, там, за ты или против войны, потому что, мне кажется, ну, как-то редкий человек может быть прям за там, убийство, за бомбежку, за то, чтобы там происходило что-то ужасное. Но что интересно, потому что мы с тобой переехали обе еще до войны. Я переехала в 19 году, ты в 20-м. Ну, Довольно в начале близко. 21-го, да, я приехала. И на самом деле еще до войны я помню, что... Ну, 19 окей, это было уже после 2014 уже после Крыма. Но шведы очень уже аккуратно спрашивали, но, естественно, с более каким-то открытым тоном. Они спрашивали, а что в России думают про Швецию? А что вообще, как вы переехали в Швецию? Зачем? Почему из такой большой страны? Почему сюда? Зачем учите шведский? Что было очень странно. Что всего 10 миллионов человек говорят на шведском и там так много миллионов на русском. Но было видно, что шведам было очень любопытно, но были как бы такие, не то чтобы предвзятости, но они боялись задавать вопросы как будто бы, потому что им хотелось узнать много, но когда человек только тебя встречает, им, наверное, было страшно Ну, это задавать. скорее, мне кажется, не русофобия, а просто как какая-то вежливость. Ну, условно, разговоры про политику — это немножко табуированная какая-то тема в культурном обществе, условно, что ты копать какие-то споры, это как будто бы некрасиво. Споры вообще шведская тема, как будто бы это некрасиво, да, в таком в шведском обществе. Я помню, что когда переезжала, то есть это было... Я ехала, во-первых, в Швецию, и во-вторых, я ехала из России, потому что меня очень сильно тронули протесты в 2019 году в Москве. Мне прям стало как-то физически страшно, и мне прям казалось, как будто это какой-то корабль, который тонет, и мне прям вот нужно как можно скорее куда-то переехать. И... То есть как бы это было такое, это было не только куда-то, но и откуда-то. Было про это. Мои мотивационные письма в разные компании тоже выглядели именно так. Не да, только... ты написала? Я настолько была как бы замотивирована, мне казалось, это настолько важно сказать, что вы поможете мне уехать из этого государства, в котором вот так себя ведут. И для меня это тоже как будто бы еще социальная штука для там, компании или для работодателя, что они мне помогут. И на самом деле так и случилось, что я нашла работу, и это было важно и работодателю, что он мне помогает. Я встречала столько поддержки, столько понимания, они как будто бы... То есть я еще удивилась, насколько мне не нужно было много объяснять. То есть они как будто бы... Для них это было супер логично, что нужно уезжать из такого государства. То есть то, что там происходит, действительно катится куда-то не туда. И хотя, мне кажется, там, в 2021 году это было еще не настолько очевидно. Ну, то есть как будто бы еще был шанс на что-то лучшее. Вот. Я помню, в 2021 году я еще думала, если здесь не выйдет, я вернусь, все будет в порядке. И даже, на самом деле, в 2022 я путешествовала по Питеру, по сказочному снежному Питеру. Но меня вот после протеста 2019 года, меня прям как будто бы что-то оторвало внутри. И я... Плюс Навального тогда отравили тоже. Нет, вот отравили через год. То есть когда я уже заеплаялась, я ждала документов, Навального отравили, и меня просто вообще... Я такая, все, пора прям очень...
получается, что я приехала в Швецию практически одновременно с тем, как Навальный вернулся в Россию. И все шведские газеты были с Навальным на обложке. Да, Я помню, мне кажется, много кто следил еще Да, и у онлайн-трансляции. у шведов, да, это я тоже Как следила. его Да. задрачивали. Да, а у шведов, получается же, у них есть традиция, эти газетки с утра им привозят, и, получается, все эти газеты с Навальным, и они мне просто такие с утра приносят эти все газеты, я начинаю плакать, такая, да, у меня до сих пор, кстати, есть эти газеты, и я встречала очень много поддержки и заинтересованности, и шведам было очень интересно узнать, там, у меня уже слезы и ком в горле. Им было очень интересно узнать, там, кто такой Навальный, какая у него позиция. Он, кстати, что-то говорил про Грету Тунберг, и там прям была отдельно прям абзац про то, что он сказал про нее, что он ее поддержал, что она красотка, там что такое. И шведам это было... Ну, тогда она еще была совсем молодая, и, в принципе, вся ее повестка была это Гринпис, экоактивизм, да, то есть тогда сейчас как бы у него спорные взгляды, возможно. Для меня, например, это было удивительно, что в Швеции, в Стокгольме люди, вот просто обычные люди, все знают, там, что Навальный вернулся, что там происходит, все были в курсе. Да, оказалось, что в Москве не так много людей, как будто следят за повесткой. Типа, мои родители меньше знали про российскую политику, про то, что происходит в России, чем просто моя условно приемная семья, которые никогда не были в России, и которые не собирались туда ехать, и для них как будто бы это все было намного важнее, чем для моей семьи в России. Вообще отношение, конечно, к России было очень интересное. С одной стороны, Горбачев, перестройка и социализм, и что вроде братский народ. С другой стороны, отношение к России как к сверхдержаве, и история, и Швеции, и, не знаю, наверное, и Финляндии тоже, и соседних стран. Не такая немножко захватнический такой большой сосед. Но интересно, что, наверное, до войны это было меньше, до вступления в НАТО, но в России про Швецию упоминали только про то, что мы их как-то вздрючили в войне. В целом про Швецию не было почти никаких новостей. Швеция, Полтава и вот эта вот фраза какая-то вся. Да-да-да, вроде того. Кроме как раз-таки уже каких-то маленьких звоночков о том, что русофобия есть в Европе и тоже в Швеции, потому что у вас всегда могут отнять детей. История про то, что вы приедете в Швецию и у вас обязательно отнимут ваших детей, если вы всего лишь их ударите и всего лишь там на них накричите, что, наверное, не знаю, уже в 2025 считается, ну, должно как бы и в России уже быть не очень адекватной темой. Но, мне кажется, эти новости распространялись и... С какого года? 2015-го как будто бы. Как будто это вообще не было связано с войной, и уже какое-то недоверие к шведскому обществу, что там какие-то неадекваты живут, которые в любой момент могут, не знаю, влезть в твою семью, влезть в твои какие-то внутренние личные дела и, не знаю, отнять твоих детей, I guess. В шведской школе твой ребенок может изучать твой родной язык, независимо какой это язык. Это может быть русский, украинский, белорусский, хинди, корейский, какой угодно. Шведское государство обязано предоставить тебе учителя, который будет обучать твоего ребенка в школе его родному языку. То есть здесь очень стремятся сохранить вот эти этнические меньшинства и поддержать культуру этих этнических меньшинств. Поэтому если да, где в России предоставляют бесплатное обучение, я не знаю, если твои дети... Хотя бы татарскому, хотя бы... Татарский-то отменили, между прочим, в Татарстане отменили татарский язык. Я в детстве еще пыталась его учить, как бы пока я жила до 4 класса, но сейчас это вообще не обязательный язык. И если вы дома не разговариваете, даже если вы разговариваете, можете не знать, как писать на собственном языке. Да. То есть... Ну, то есть хотя бы для внутренних республик можно было бы сохранять их культуру. И тот факт, что в Швеции вообще-то это бесплатно, это гарантированно, и это 100% право вашего ребенка, и при этом в России все равно есть заголовки о том, что детям запрещают говорить на русском языке в школах. Целую семью выгнали из Швеции за то, что их дети говорили на русском языке, что вот прямо это как-то, не знаю, в автобусе на тебя кто-то нападет, если ты будешь говорить на русском языке. Это, ну, реальные заголовки газет, и каким-то образом, я не знаю, это просачивается в культуру. Это полный бред, и это очень даже... Это настолько абсурдно, что когда, например, там наши родители или кто-то из знакомых России говорит: «А правда? А вы не боитесь? А ты вот в метро едешь, ты там на английском говоришь или на шведском?» Да, блин, я голосовые записываю и на русском, и вообще пофиг, и все прекрасно. Давай я сейчас прочитаю менее комплиментарное описание того, что происходит в Швеции. Я буду голосовать. Ты будешь оценивать, русофобия, да, или нет. Жилищная компания была против того, чтобы я повесила на окно в моей квартире внутри флаг России. Но я
не убрала флаг. 3 раза кто-то кидал яйца в окно на 2-й этаж, но яйца растекались по стеклу. Были анонимные угрозы из-за флага России, но я не убрала флаг. Мгм. И дальше этот же человек ответил, что и с Мгм. его знакомыми приключалась русофобия. Мгм. И вот как она это описывает. Моего друга из Эстонии уволили с работы в Швеции. Он русский за то, что он за СВО и за Владимира Путина. Интересно. Как ты считаешь, это русофобия или нет? Слушай, вот, конечно, первый кейс, он такой очень шведский, потому что шведские жилищные компании могут тебе запретить что угодно. И, с одной стороны, ну, повесила бы я флаг России после начала полномасштабной войны? Наверное, нет. Если бы я повесила, и за это мое окно закидали яйцами, не знаю. Но мне кажется, это тут я русофобия, это чисто это про меня. Потому что я бы тоже как-то оскорбилась, наверное. Ну, как-то это совсем неуважительно по отношению к жертвам войны и так далее. Но тут, конечно, такая борьба культуры поддержки Путина и шведских правил, потому что, мне кажется, БРФ могут запретить все что угодно. Могут, чтобы вы понимали, здесь нельзя менять окна, здесь нельзя покрасить как-то что-то, не знаю, не тем цветом на фасаде, здесь нельзя... Как бы здесь есть очень четкие правила, то, что вы можете и не можете делать, поэтому с точки зрения, наверное, шведского домоуправления, они просто следовали правилам. И, наверное, тут, возможно, это даже было не в русофобии. Вот те, кто кидали яйца, вот это, наверное, была Ну да, я так понимаю, еще были угрозы. русофобия. Ну, Да. мне кажется, тут человек очень открыто поддерживает такую российскую войну. Я не знаю, как это И друзья называется. тоже у нее, я так понимаю, Да. друзья Владимира Путина. То есть, и так как далее. бы, мне кажется, человек не совсем разделяет политику и культуру, государство и страну. И в данной ситуации та ненависть, которая к ней приходит, это ненависть, наверное, к войне, ненависть к Путину, к его политике и так далее. Ты не считаешь это русофобией? И мне кажется, что если бы эта женщина была, там, не знаю, шведкой, и это была бы шведка, которая вывесила российский флаг, то произошли бы те же самые действия. Или если бы эта шведка открыто выражала поддержку СВО и так далее, точно так же бы все ее коллеги-шведы ее бы обходили стороной. И я, на самом деле, видела таких шведов, и их действительно обходят стороной, и такие, окей, мы с тобой там не дружим, условно. И, это не русофобия, потому что он россиянин, он не русский, он швед. Но это отношение к тому, что такие взгляды, поддерживать войну, поддерживать Путина, это, поддерживать людоедство какое-то. Например, я могу про себя сказать, что я раньше выступала под российским флагом. У меня до сих пор дома лежит российский флаг, триколор, с которым я выступала, с которым, я не знаю, там я финишировала, с которым я приходила на трибуны каких-то мероприятий, где я поддерживала российскую команду. У меня есть просто стопка вещей. Там написано «Раша», там флаги, гербы, там написано, там какая-то атрибутика, может быть, какие-то там вензеля такие в русском стиле. Вот, и я очень любила и очень гордилась то, что я ношу эту форму, и для меня это было очень почетно. Я выходила на улицах в России с российским флагом. Вот у меня этот российский флаг, я с ним была на соревнованиях, и я с ним была на митингах в России. То есть я была с российским триколором, и для меня этот российский триколор значит свободу России, свободу политзаключенным. Я с этими лозунгами выходила там «Путин вор». Кстати, тогда я помню, что даже вот это «Путин убийца», да, это мы сейчас так говорим, тогда это как будто бы, то, что жулики и воры. Не очевидно тогда это было, да, про убийство, но это было как будто бы очень громкое заявление в тот момент. Сейчас, конечно, это совсем по-другому. Вот. И для меня этот российский флаг, он был пропитан вот этой гордостью того, что я под ним выступала, с одной стороны. С другой стороны, я с ним же выходила за свободу России. То для меня это как бы как такой флаг как моей идентификации как россиянина был. Но когда началась полномасштабная война, российский флаг стал использоваться войсками. Как поддержка войны. То есть как бы российские флаги развиваются сейчас на оккупированных территориях. То есть российский флаг сейчас на российских танках, которые находятся на территории Украины. И для меня сейчас, вот я сейчас, если вижу триколор, меня просто передергивает. Возможно, когда-то, когда война как минимум остановится,
лучше закончится, и все российские войска выйдут с территории Украины, возможно, тогда мы пересмотрим вообще взгляд там на российскую символику, на российский флаг. Но сейчас, в данный момент, вот прямо сейчас, вот в данную секунду происходит бомбежка Украины, происходит оккупация территории Украины под этой символикой. И эта символика, она сейчас равнозначна российскому государству, которое оккупирует другую страну. И мне кажется, в этом свете, ну, лично у меня Для тебя есть... это не русофобия? Это как бы не некоторых русофобия, этих- это как бы ненависть к войне, ненависть к российскому государству, ненависть к Путину. И это совсем другая вещь, нежели чем какое-то предвзятое отношение по национальной принадлежности. Это вообще две разные вещи. И если уж так рассуждать, наверное, в глазах вот этой женщины, например, или там ее друга, наверное, я русофобка. Так, ладно, я тогда хочу тоже прочитать один из ответов. Это респондентка девушка, и она ответила так, что не берут на работу с русской фамилией, и это объясняют через знакомых. То есть как-то не напрямую отказывают, все-таки это незаконно в Швеции и, наверное, много где. Не открывают счета в банках, выселяют из квартир. Когда я искала работу, был как минимум один доказанный случай отказа в интервью именно по причине русского паспорта. Войти в компанию, не связанную с государством или каким-то критически секьюрным сектором. На вакансию, по которой был 100% матч по скиллам. И узнала я это от знакомой, работающей в этой компании, которая и засылала мой референс. HR ей сказала, что резюме мое даже смотреть не будут, так как граждан РФ не рассматривают в принципе. Но, конечно, официальный их ответ не был другим. На самом деле я, сама не могу как-то это подтвердить или опровергнуть, потому что я сама, даже если бы сталкивалась с этим, как бы я узнала об этом. Но у меня есть тоже история моей знакомой, которая рассказывала о том, что в некоторых компаниях есть бан не только паспортов РФ, но также и, к примеру, Ирана или Афганистана, кажется. И связан он с тем, что с людьми с такими паспортами, с ними не хотят связываться компании из соображений только безопасности, но и просто из соображений того, что в Швеции работодатель должен нести ответственность своего сотрудника, и им не хочется брать ответственность за человека, который может хоть как-то нанести урон компании, им просто не хочется с этим связываться. И по этой же причине часто не открывают банковские карты, потому что если у вас паспорт Российской Федерации, то, мне кажется, банкирам сразу как-то кажется, что вы можете быть дополнительным риском, что мы не можем проверить, откуда ваши деньги. И часто людям отказывают или просто как-то не перезванивают. То есть они подают несколько компаний, и им никогда ниоткуда не перезванивают, не открывают карты, чисто из-за того, что у вас паспорт РФ. То есть такие ситуации, на самом деле, реальность, и по ощущениям они происходят и не только в каком-то нашем пузыре, но по ответам как бы есть такая вот санкционная русофобия. Есть проблемы с банками, и действительно нам очень многие люди писали про проблемы с заблокированными картами, проблемы с выводом денег из России. Получается, мы с тобой застали тот момент, когда можно было платить там Сбербанком, Тиньковым. Я переводила здесь. себе, пока училась, каждый месяц деньги туда-обратно. Было абсолютно я, например, пользовалась Тиньковым, потому что там был кэшбэк, там были какие-то плюшки, было очень удобно, там был кроновый счет, то есть все супер, и я пользовалась Тиньковым. Точно так же был там Revolut, который я завела именно на российские документы, то есть Revolut — такой международный банк, и раньше можно было его завести на российские документы. И тогда не было вообще никаких проблем, можно было перекидывать деньги туда-сюда. И получается, с началом полномасштабного вторжения это стало супер проблематично. В общем, после начала войны все эти карточки стали здесь недействительными. Для нас это стало просто проблематично, мне кажется. Но для людей, которые первый раз едут за границу, для людей, которые бежали от войны, для беженцев войны, при том, что есть беженцы, там, политические беженцы из России. Есть такие истории, когда люди бегут, например, у них был российский паспорт, но они жили на территории Украины, и их начали бомбить, и они сбежали в Европу. И они такие, а у нас российский паспорт. И они такие, понятненько. Вот, то есть очень есть разные сложные ситуации, и действительно из-за санкций очень проблематично заводить карточки банковские в первый раз. То есть единственный такой нормальный вариант, если у тебя какая-то высококвалифицированная профессия, и тогда тебе помогает какое-то агентство, которое помогает твоему работодателю, и тогда тебе оформляют вот это все. Но если ты
просто приехал... наверное, которые не помогают. Например, студентам тяжело, потому что у студентов нету какого-то официального дохода. Чаще всего берут деньги у родителей Мгм. или берут какие-то накопленные свои сбережения, которые они сохраняли на свою учебу. И в итоге сейчас вот в реальности того, что россияне приехали учиться, например, в Швецию, они не могут вывести деньги из России сюда, Да, потому что это деньги из trustable territory, ну то есть как ну бы- да, не государство, где вы не можете проверить, откуда пришли эти деньги. Соответственно, банки, даже не вопрос в том, что они банки против войны, и они хотят иметь дело с россиянами, просто вопрос в том, что они не могут проверить, откуда взялись эти деньги, потому что Россия не предоставляет никакую информацию. И в связи с этим никто... Кстати, студенты должны отправить подтверждение того, что у них есть достаточное количество денег, чтобы здесь прожить и проучиться какое-то время. И подтверждение с российских банков тоже не принимают. Поэтому Да. приехать студентам из России в Швецию сейчас, нужно, наверное, оформлять казахский банк или я не Да, знаю, да, как это я делать. слышала именно такие истории про то, что тебе нужно открыть казахский счет, туда вывести все свои деньги, и Мгм. потом уже с казахского счета показывать свои доходы. Вот это русофобия или нет? Тебе как кажется? Блин, сложно сказать. Я бы сказала, это какая-то системная русофобия. Да, тут должен быть какой-то у нас дополнительный такой банк, Да. системная русофобия, мне То кажется. есть это как бы последствия санкций, Мгм. и действительно, как будто бы эти санкции не сильно-то помогают воевать с Путиным и с путинской элитой, потому что либо им это вообще не нужно. Да, потому что это деньги, которые вообще-то хотели вывести из России в Да. Европу, использовать здесь, для того, чтобы жить и больше не жить в России. Но в результате деньги остаются в России. Люди И остаются в люди России, остаются в люди, России. которые могли бы пригодиться за рубежом. При этом создается как раз-таки такой нарратив, который очень подтверждает путинскую пропаганду про то, что россиян-то не ждут в Европе. И действительно, ты приезжаешь, и вот уже после начала войны, и тебе очень тяжело вообще завести вот в Швеции, например, вот этот банк ID, персон-номер, то есть все вот это вот очень сложно для человека, приехавшего из России сейчас. Есть разные истории, но вот очень много было таких ответов. Мы, конечно, не можем никак проверить о том, насколько сложно устроиться на работу с русской фамилией, потому что, наверное, если у вас есть знакомые в HR, они могут вам как-то намекнуть. Я бы здесь так, подняла чуть-чуть. руку, могу сказать, что тут такая двоякая история, потому что есть также некоторые позитивные предвзятости в плане, например, россиян в IT. Ну и вообще, мне кажется, что там россияне, белорусы, украинцы, айтишники, это, наоборот, впереди них идет хорошая репутация. И мне кажется, что, если и было какое-то предвзятое отношение, то оно было положительное. Потому что... Позитивная русофобия. русофилия, получается, да. То есть из России там хакеры, физики, математики, вообще технические специальности в России достаточно прокачаны. И да, мне кажется, что наоборот, в найме там вот в технических областях, наоборот, как бы позитивная реакция на то, что ты из России. Ну, мне так кажется. Да, потому что я занимаюсь урбанистикой, и мне кажется, что отчасти шведское государство может очень осторожно относиться к людям, которые занимаются проектированием каких-то важных сетей и имеют доступ к информации, потому что информация про станции метро, канализация и так далее, это все очень такая стратегическая информация, но с одной стороны, вы можете просто не пройти background check, типа проверку вашего бэкграунда, не знаю, вашего прошлого, потому что Россия не предоставит эту информацию. И это будет абсолютно не русофобно и не дискриминируемо, как будто бы, да? С другой стороны, люди считают по-разному. То есть я слышала про то, что люди это считают русофобия. Вообще, что говорят официальные источники, что любой россиянин, у которого есть какие-то связи в России, то есть у нас у всех, скорее всего, есть семьи, да, родители, бабушки, дедушки, какие-то еще семьи в России. И по их мнению, что если у тебя будет доступ, даже, может быть, ты там антивоенный россиянин, ты там поддерживаешь Украину, все такое, но у тебя есть родственники в России, и у тебя есть доступ к каким-то данным, которые могут быть выгодны России, то тебя могут надавить через родственников. твоих родственников условно могут начать пытать, и ты начнешь выдавать данные. Белорусская история. Как бы тут и смешно, и как будто бы это makes sense, потому что действительно, мне кажется, не каждый человек это Алексей Навальный, который будет идти до конца. Но тебе кажется, что это не русофобия, что это системная защита от какой-то утери
информации, Мне кажется, иногда бывает перебор, Мгм. потому что Мне тоже кажется, что иногда это такая иногда это условная прям, тема. это прям бесит. Ну, есть люди, ну, например, я достаточно много и так рискую собой, Мгм. ну, то есть я открыто показываю свою позицию, и действительно на меня уже могут пытаться оказывать давление, и можно сделать такой бэкграунд-чек, что там она уже в зоне риска, она уже там, условно, не боится. Ну, то есть я считаю, что вот если бы я, хуже, наоборот. если бы я с этим столкнулась, Да. что вот мне говорят, да, типа, ты там выдашь информацию, потому что там кого-то будут пытать. Да, блин, нет. Как будто бы, что люди предполагают, что я уже сломаюсь до того, как это случилось. Я не знаю, как объяснить. То есть мне как-то это очень неприятно. Мне кажется, что в этом что-то в этом есть нехорошее, но очень сложно. Но как в будто этом бы, может быть. когда это действительно важные данные, и как будто бы ты понимаешь, окей, допустим, со мной это не совсем справедливо, но, допустим, будет какой-то другой человек, у которого действительно будет доступ к каким-то важным данным, и с которым действительно произойдет такой сценарий. И просто из-за того, чтобы не произошел сценарий вот с тем человеком, как будто бы я тоже должна пострадать, тоже меня там, не знаю, не возьмут куда-то работать в банк, условно. Кстати, я работаю в банке. И, кстати, мне делали бэкграунд-чек. Я, кстати, за это боялась, потому что я как бы не знаю, какой там бэкграунд-чек у меня в России, и это было уже после войны. То есть нормально, я прошла бэкграунд-чек. Я не знаю, как они его делали. Я думаю, что если ты уже жила в Швеции, то их бэкграунд-чек был скорее про то, не убил ли ты здесь кого-нибудь. Ну нет, если ты они в приехала России в проверяли. Турцию, Они в России да? проверяли, да. Ну, в общем, меня, например, это не коснулось. И у нас очень много есть россиян, белорусов. И до сих пор, кстати, Кларна продолжала вывозить россиян из России уже после войны. Они делали релокейт. Да, они делали релокейшн из России. Они на всех... Причем вот эти вот все грузовики через какие-то там непонятные окольные пути, они везли людей из России грузовиками, там котов, собак. То есть если у тебя какие-то есть связи, или ты русскоязычный, тебя на всякий случай могут не рассматривать на работу, например. И я так понимаю, что это происходит чаще всего в секторах, связанных с машиностроением, с вот этими секьюрными секьюрным сектором, да. с государственным сектором. И да, когда есть заказчик государства, в том числе это может быть заказ на военную промышленность или это как там, военная оборона да. Швеции. И они как бы на всякий случай перестраховываются. Да, если у вашей компании есть контракты с Форшвашмактеном, с оборонным сектором, то, скорее всего, они могут не нанимать людей с паспортами из так называемых черных списков. Это может касаться довольно многих, наверное, компаний. У меня есть ежегодные, ежемесячные тренинги. И один из тренингов это как раз-таки про отмывание денег, про какие-то черные списки. И вот там как раз-таки про оккупированные территории, и с какого-то момента там уже стало про Россию. То есть, типа, я такая прохожу, такая, там, вы Вот и про меня. вот и про меня, да. Я такая, вот, это я знаю, это я проходила, это я знаю. Но вообще, у меня была очень интересная история, я буквально сейчас вспомнила. Когда началась полномасштабная война, я работала в шведской компании, и эта шведская компания, она базируется частично в Швеции, частично в Украине. Я находилась здесь и работала здесь, ну, как нанята через шведское государство, как бы по шведским законам и все такое. В тот момент меня как бы уже увольняли, потому что как-то там резали косты, что-то еще. Ну и по шведским законам тебя, когда увольняют, тебе выплачивают 3 месяца зарплаты, какой-то еще срок ты все равно дорабатываешь. Зависит, да, То есть это очень такой медленный процесс. У тебя есть время найти другую работу, у тебя есть возможность как-то осмотреться, у тебя есть деньги на этот период. То есть тут очень так все, ты достаточно обезопасен в плане увольнения. И вот у меня уже был какой-то там типа 1-й месяц или 2-й месяц моего как бы увольнения, что, в общем, я еще дорабатывала, я еще работала, но я уже была в активном поиске другого места работы, и я как бы уже немножко напрягалась, потому что я приехала сюда по рабочей визе, и у меня, соответственно, по шведским законам, если у тебя прерывается контракт, то есть 3 месяца, чтобы найти новую работу. У тебя есть 3 месяца, чтобы найти... Да, то есть через 3 месяца что, до свидания. Мне кажется, от абсолютно всех иммигрантов, потому что за 3 месяца найти работу в Швеции это очень сложно. Первые 2 интервью только займет, чтобы... Да, ну и вообще в целом сейчас очень сложный маркет труда, и я уже тогда была на стрёме,
Тут начинается война. Естественно, первое, что меня заботит, это там помощь украинским беженцам, заявление о своей политической позиции в соцсетях, бла-бла-бла. И, естественно, в этот момент начинают массово сажать людей в России и так далее. Там все, там этот массовый исход из России, вообще все это происходит. Конечно, думать еще о визе. И я понимаю, что меня увольняют, и мне, в принципе... То есть если раньше у меня потенциально был шанс вернуться в Россию, снова искать оттуда работу и снова потом переехать, то я понимаю, что у меня вообще нет варианта вернуться в Россию. Это просто невозможно. При этом возникают сложности. Условно, если я возвращаюсь не знаю, в Грузию, в Турцию, то как я потом буду... Ну, я вообще-то хочу жить в Швеции, и мне нравится Швеция, и я хочу продолжать. И как бы если я сейчас не найду работу, то получается что? Я возвращаюсь в Грузию, а дальше что мне... Я не уверена, что они вообще могут прислать карточку в Грузию, а не в шведское посольство в Если России. там проживешь год или Я, сколько-то, но в это... общем, я не знаю. То есть это все было очень страшно, очень непонятно. Я понимаю, что, во-первых, у меня сейчас нету сил. Да, У чтобы меня нету искать сил, там чтобы работу. сейчас... То есть у меня есть сил сейчас просто не сойти с ума, наверное. У меня, может быть, есть на это силы. Вообще, в основном, первые там несколько недель я только волонтерила и плакала. Ну, то есть там искать, продавать себя там классно в шведской компании вообще не было сил. И в то же время я понимала, что меня прям очень большая угроза ждет в России, и я не смогу молчать, я пойду на все протесты. Я вот смотрела на тех людей, которые выходят, и я такая, я должна быть... У меня прям даже был порыв такой поехать в Россию, протестовать, там, сажаться в тюрьму, потому что мне казалось, что я как россиянка могу это сделать. То есть я могу пойти сесть, и это будет вот моя миссия. Да, долго живешь в Швеции, вообще сюда такие люди. Ну, то есть, в общем, и меня действительно, да, тогда было тяжело, и я поговорила с HR, и я говорю, ситуация в том, что шведская компания вывозила украинцев из Украины, и вообще у нас было много предупреждений еще до начала вторжения, что типа украинцы, вот у нас есть здесь убежище, вот выезжайте, вот у нас есть здесь... То есть офисы есть по Европе, в Польше, там еще где-то. И они предлагали украинцам, работающим в этой компании, давайте выезжайте. То есть еще до начала вторжения. Но что мои коллеги украинцы, мы такие, да, что там все нормально будет. Да, мне кажется, Да, никто не верил. Ну, то есть все мои коллеги были в Украине, и, ну, большинство из них мужчины, то есть они до сих пор в Украине, они не смогли выехать. Ну, то есть кто-то вот там... женщин смогли вывести, может быть, кто-то уже не призывного возраста, может быть, кто-то тоже смог уехать. Вот, и, соответственно, моя вот эта шведская компания, она во многом занималась такой благотворительностью, потому что в тот момент была главная цель спасти сотрудников, потому что у этих сотрудников происходила нереальная драма в жизни, и я, соответственно, пришла и говорю, ну, знаете, как бы если вы меня сейчас уволите, то я просто хочу вам сказать, что я в очень неустойчивой сейчас ситуации. Если эти украинцы, вы вывозите их, и им дают убежище во всех странах мира, они могут куда угодно поехать, и им вся поддержка. Меня, скорее всего, нигде не примут, и, скорее всего, есть предвзятость. Ну, вот это была прям самая жесткая фаза войны, когда весь мир был в ахере, и меня сейчас как россиянку мало где примут. И я понимаю, что все устаканится, но у меня есть 3 месяца, чтобы решить эту проблему. И я, скорее всего, не смогу. И, скорее всего, как следствие, я вернусь в Россию, и там у меня уже будет какая-то угроза моей безопасности. И они такие, окей, мы тебе что-то поищем. И они мне где-то еще полгода, они мне еще дали проект на полгода, я еще смогла работать. То есть я могу привести пример. Вот у меня лично, ко мне отнеслись хорошо, меня поддержали, мне помогли и действительно спасли в каком-то смысле, потому что в тот момент у меня было совсем шоковое состояние, я, скорее всего, была не способна найти новую работу в той ситуации. Вот. Так что мне кажется, что тут очень сильно зависит от того, связаны ли люди какими-то санкциями, какими-то указаниями сверху. То есть если у них есть указания, там, людей с российским паспортом не брать. Швед очень редко, когда пойдет против правил. Да. То есть это прям вот это кумовство какое-то, которое, может быть, там в России какая-то реальность. Здесь, ну, насколько я сталкивалась, шведы следуют правилам, и зачем брать на себя какой-то риск лишний раз. Вот. А если это какая-то частная история, когда у них есть возможность как-то повлиять, и им никто сверху не диктует никакие санкции государства и так далее, то они, скорее всего, помогут. И вот в личном общении я встречала очень много поддержки. Вот. Так что вот, это моя история, такая немножко противоречащая тому, что было в опросниках. С моей стороны, я тоже сталкивалась только с поддержкой, по большей части. Когда война началась, тоже в нашем офисе
Мой коллега как бы был в этой ситуации, его девушка возила свою семью, и была только поддержка. У нас был очень противоречивый офис с точки зрения наших владельцев компании, но, в принципе, и они тогда тоже как-то пытались морально поддержать и меня, и даже как-то обещали помочь, может быть, моему тогда бывшему молодому человеку. Короче, мне кажется, что такого жесткого трэша со стороны нанимателей, не знаю, у меня пока не было. Моя прошлая работа, где я работала, они знали, что я из России, но меня даже не попросили почему-то вид на жительство, что было очень странно. Ну, как бы они, учитывая то, что я работаю с урбанистикой, сектором, который занимается застройкой дорог, что тоже, в принципе, стратегические какие-то пункты, я не чувствовала никакой ограниченности. У нас тоже, кстати, были тренинги по поводу того, что Россия и Китай — это потенциально опасные как бы такие элементы именно с тем, что может быть украдена какая-то информация, что-то такое, но это не было сделано в каких-то попытках, не знаю, как-то дискриминировать против коллег, которые приезжают из России и Украины. Я работала в одной группе с девушкой из Украины, она ландшафтный архитектор, и мне кажется, мы с ней... У нас, кстати, был такой момент, что, мне кажется, мы могли бы... Она могла бы говорить на украинском, я могла бы говорить на русском, могли бы понимать друг друга, но мы говорили только на шведском, потому что у нас вот эта напряженность, она все равно висит в воздухе, и чувствуется, что с одной стороны, ты как будто бы даже можешь прояснить за позицию и пояснить, что ты против войны, и что ты не хочешь никаким образом вообще поддерживать этот режим, никак к нему принадлежать, но тем не менее ты несешь какую-то ответственность за действия Путина каким-то странным образом. Хотя, ну, все митинги, там, что делали россияне, пока началась война, все митинги были игнорированы, их разгоняли очень жестко, людей сажают в тюрьмы за такие вещи. Мне кажется, когда мы шведам рассказываем, за что сажают в России, они думают, что это стендап, что это какая-то клоунада, и типа мы просто, ну, типа шутки шутим. Но я тоже сталкивалась как бы только с поддержкой. И на самом деле, исходя из наших результатов такого очень любительского, но довольно большого исследования, много людей тоже сказали, что они сталкивались только с поддержкой, только с какой-то максимальной там толерантностью, и никогда вообще не, как сказать, в 1,5 раза больше людей сообщили о том, что они не сталкивались с русофобией ни в каком проявлении. Может, конечно, для них русофобия — это там совсем, если тебя там морду набили, а если сказали Russia sucks, то типа не знаю, все окей. То есть это тоже очень зависит от людей. Мы не можем четко выявить, что люди именно считают русофобией, но из развернутых ответов можно было понять, как бы, Да. что и где они считают. Но вот один из распространенных ответов — это просто очень краткий ответ: нет, мы не сталкивались с русофобией. Попытки спросить, сталкивалась ли ваша семья, ваши близкие, кто-то. И некоторые люди даже оставляли свои контакты, чтобы мы могли взять у них такое более расширенное интервью. И вот одна девушка. Я переехала, получается, уже больше 5 лет назад. Я приехала из России, из Москвы, и я абсолютно ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кому-то вообще было особо интересно, скажем так, откуда именно я приехала. Я сама переживала больше про то, как люди меня будут воспринимать, чем то, насколько важным это действительно оказалось, потому что в основном ни у кого нет как таковых предвзятостей к людям здесь. И как таковой с русофобией я здесь вообще не сталкивалась. Я думаю, что, говоря о русофобии, русские люди, которые это придумали, имеют в виду то, что они сталкиваются с абсолютно естественным и довольно распространенным национализмом, который в Швеции есть. И он распространяется как бы не только на русских людей, а довольно сильно распространяется вообще на всех иммигрантов, и в частности, и в большинстве своем на иммигрантов не с белой кожей. Я бы сказала, что любому белому иммигранту в Швеции вообще выжить довольно просто, особенно если он знает английский язык. Поэтому для меня выделение как таковой русофобии, как какого-то подкласса непонимания и непринятия мигрантов — это что-то абсурдное. Я не сталкивалась ни с чем супер негативным в мою сторону, опять же, потому что я считаю, что у меня очень много привилегий, как у молодого человека, как у человека, который уже выучил шведский, человека, который изначально знал очень хорошо английский язык, и в целом человека, который довольно быстро интегрировался, потому что учился в интернациональной школе, да, то есть я подозреваю, что там человеку с другим набором вещей, как, например, моей маме, которая старше, сюда приехала, ей, наверное, возможно, было бы сложнее. Но я не сталкивалась, в принципе, с какой-то грубостью и прям непринятием в мое лицо. Но я четко знаю, что из-за того, что у меня есть очень много друзей, которые, например,
приехали со Среднего Востока, вот. Или, например, просто имеют какую-то необычную внешность, хотя уже давно здесь живут, неформальную или просто экзотическую, сталкиваются с большим количеством проблем, чем я. Их, например, не берут на работу. Э, Вполне, ну, очевидно, нет из-за того, что у них нет каких-то важных, важного какого-то опыта работы, а просто потому что, выбирая между ними и человеком, который швед, они выберут его. Со своей точки зрения могу сказать, что мне кажется, что в Швеции меня приняли лучше, чем меня принимали в России как ребенка людей смешанного брака, потому что мой отец, ну, скажем так, не славянин. И я, будучи ребенком, сталкивалась с огромным количеством ксенофобии со стороны славян, с которым не сталкиваюсь здесь вообще, потому что шведы видят меня как абсолютно белого человека, чего в России про меня не скажешь. Страна вроде многонациональная, и вроде как все про это говорят и очень сильно этим гордятся, но это не мешает людям воспринимать любого человека, который не выглядит как типичный славянин, как какого-то иностранца. Я очень четко помню, как в 6 лет на окраине, нет, даже это была даже не окраина Москвы, это была окраина окраин. Я ждала своего отца у магазина, и ко мне подошло 2 бабушки, у одной из которой что-то выпало из пакета. Я, будучи очень вежливым 7-летним ребенком, это для нее подняла, но, будучи очень закрытым ребенком, ничего я не сказала, и просто вытянула это. На что она меня поблагодарила, а другая бабушка ее шукнула и сказала: «Ты что?» Она, наверное, даже по-русски не говорит. Как будто бы нету выделения именно русофобии, просто действительно сейчас, наверное, и раньше, но сейчас еще сложнее эмигрировать в Швецию. Я знаю, что здесь дают очень короткое время, например, после увольнения, чтобы искать работу. Работу искать тяжело. Да, сейчас такой кризис. Да, то есть я знаю, что есть проблемы у индусов, у корейцев, у кого угодно, кто не житель Евросоюза. То есть у них точно такие же проблемы, как у нас. И то, что миграхун — это местная... Лавка страстей. Да, то есть миграхун, ты там ждешь этих документов годами. И причем дают абсолютно рандомные ответы абсолютно рандомным людям. Недавно был кейс с тем, что белоруса отправили, причем белорус, который участвовал в протестах, отправили домой. Да. И в его заявке было описано, что его сразу же посадят в тюрьму, и его, по-моему, сразу же поймали, в общем-то, на границе. Да, и микрофон как бы выстрелил абсолютно спокойно человека, который, ну... Да, в этом плане миграхун отстой. Но часто я слышу это и от иммигрантов, которые не обязательно россияне. То есть тут как бы, наверное, стоит разделять. Ну, иногда ты думаешь, что это из-за того, что я русский, или россиянин. А на самом деле просто действительно здесь... Иммигрант. Да, иммигрант. В целом, иммигранты в любой стране — это такая группа людей, которым действительно сложно какое-то время. У нас здесь нету каких-то корней, невозможно приехать домой к маме и переждать тяжелый период жизни. Нужно постоянно сражаться за свое существование. Действительно тяжело. Вот. И, кстати, я хочу сказать, что общаясь как раз-таки с иммигрантами из Индии, из Азии, я заметила, что на самом деле мне как будто бы даже легче, потому что я белая, белокурая, еще больше, как бы, то есть я выгляжу... Да, кстати, ты, в принципе, очень... Я вообще, я выгляжу по-шведски. Йоханна Свенсон. Прям. Да, и, действительно, я вижу разные отношения к моим вот этим вот подругам-иммигранткам и ко мне. И насколько я это даже вначале не замечала и думала: вау, тут всем рады, мне так рады. Какая открытая страна. Но на самом деле я просто выгляжу как шведка. И на самом деле большинство россиян выглядят европейски. И, то есть здесь даже хуже, возможно, иммигрантам с другим цветом кожи. Им даже сложнее по факту. И к ним могут какие-то такие личные антипатии, к ним чаще, возможно, даже проявляются. То есть это просто, мне кажется, немножко в человеческой природе. И, мне кажется, Европа, может быть, даже благоприятным, наоборот, местом для эмиграции для россиян, сравнивая с тем, как это происходит для азиатов или африканцев и так далее.
Кстати, опять же, тейк про то, насколько здесь каким-то образом лучше, как девочка из Татарстана, когда мы переехали в Москву в каком-то в 4 классе, я очень много слышала моментов про то, что езжайте обратно в свою Татарию, про то, что, ну, типа, ты не русская. Хотя, ну, моя семья наполовину русская, я наполовину татарка, наполовину русская. Я не знаю, кто я, но я, мне кажется, слышала куда больше этих тейков, как ребенок в какой-то школе, то есть это были дети и иногда даже взрослые, чем я слышала в Швеции. Никогда в Швеции, ну, ни разу мне никто здесь не говорил, езжай обратно в Россию. 100% никогда. Наоборот, люди говорили, классно, что ты переехала, молодец, очень вовремя. И я такая, ну, вообще, да, как бы в 19 году, как бы немножко до общего стресса я переехала. Но как раз девушка, которая давала нам интервью, тоже понимала этот тейк, что она в России чувствовала себя как будто бы, что к ней испытывали больше какой-то фобии. И мне кажется, ну, как минимум мой опыт, когда белые женщины с каким-то привилегированным, наверное, образованием, что в России я испытывала куда больше притеснений и по поводу того, что я женщина, и по поводу того, что я как бы типа русская, не русская, и в целом очень много каких-то странных тейков, чем в Швеции, где, ну, по факту вообще никакого отношения к Швеции не имею. У меня нет здесь, там, не знаю, какого-то... Я не могу сказать, мой дед приехал из Швеции, вот, типа, мы Рюриковичи, знаешь, у меня глубинные корни здесь какие-то. Нет, мы крестьяне обычные. Я думаю, что вся моя семья... Ну, меня тоже часто спрашивают, типа, а вот мой папа там приехал оттуда, моя мама оттуда, а там мои дедушки потом эмигрировали из Польши, а я такая, ну, они все, у меня все из России. Ну да, вот у меня часть семьи мусульмане, но они тоже из России, это типа российские мусульмане. И, по-моему, все это наши уже круче, потому что я, например, просто из Московии. Типа, ты хотя бы, да, я прям 100% москалька, и ты хотя бы там можешь там выступать как оккупированный народ, то я вообще... Как говорит мой любимый кузен, что я приехала не из России, я приехала с Татарстана. И люди не спрашивают. Да-да-да. Но у меня даже вообще шансов нет. Я чисто оккупантка, москалька и... Да. Да, в общем, у меня шансов нет отмыться от этого всего. Ну, и в нашем опросе, конечно, было, во-первых, очень много противоречивых ответов, во-вторых, некоторый паттерн такой про отношение украинцев к россиянам. Действительно, иногда, ну, и я лично сталкивалась с агрессией со стороны украинцев, и то же самое писали наши респонденты, что они сталкивались с прямой агрессией или они сталкивались с каким-то таким отношением, что украинцы не хотят иметь дело со мной. Вот так писал человек, что украинцы просто, когда узнают, что я говорю по-русски или что я из России, они стараются со мной не контактировать. То есть я вижу от них вот такое поведение. И респонденты сами писали, что они с пониманием к этому относятся, и им тоже немножечко странно, они испытывают стыд, неловкость и так далее. И мне кажется, тут важно проговорить, что действительно в украинских СМИ, в украинском обществе сейчас очень много русофобии. И она бывает разных видов, да, то есть тут можно поднять смело вот эту табличку, и она бывает разных оттенков. То есть это, да, это от понимания, что россиянин и российское государство — это разные вещи, до абсолютного непонимания и прям реальной ненависти, когда ты чуть ли не хочешь броситься там на россиянина. Действительно, такое, к сожалению, бывает. А что еще вы хотели, если вы убиваете людей? Что вы хотели, если там у кого-то погиб близкий родственник? Что вы хотите, как вы будете относиться к какой-то общности людей, которая так делает с твоей семьей, с твоими родственниками, друзьями, с твоей страной. И мне кажется, что респонденты в нашем опросе, что, например, лично я, мы все с пониманием к этому относимся. Мнения довольно разные, потому что в некоторых вопросах люди воспринимают это довольно болезненно, и есть ответы, где люди переживают за это, за своих детей, которые в школах находятся, и как-то очень... как сказать, ну, во-первых, ладно, может быть, отдельно можно вынести немножко за грань людей, которые реально поддерживают войну, и Владимира Путина, и Донбасс бомбили 8 лет, но есть люди, которые просто в целом переживают за то, что это там негативное давление, оно будет распространяться на них, на их детей в любом случае. Ну да, такие переживания есть, но в условиях, когда российская армия убивает людей, и у
многих людей в Украине есть Семьи, семьи, близкие люди, которые пострадали, которые погибли. И я, надеюсь, что когда-то их дети нормально будут относиться к моим детям. Я просто на это надеюсь, но сейчас я не считаю нормальным вообще требовать от них, чтобы они Я согласна. как-то превозмогали свою ненависть, как-то рефлексировали. Им нужно выжить в этой ситуации. У них их уничтожают, и им нужно выживать. Это оправданно. Это как жертва насилия ненавидит своего насильника. Я понимаю, что как россиянка, я не являюсь насильником, да, то есть немножко происходит такое размытие, но так как жертва пострадала от группы, похожей на меня, то есть я могу это понять. Я не то чтобы это оправдываю, но я это принимаю, и максимум, с чем я могла столкнуться, это какая-то вербальная ненависть или какой-то комментарий в соцсетях, и я достаточно спокойно к этому отношусь. Точно так же у меня были негативные комментарии и от россиян. Так что ненависти, в принципе, много. И она, как правило, виднее всех. Ее репостят, ее продвигают. Новости все очень негативные. Это не специфика, что там только украинцы испытывают ненависть. Нет, ненависти просто ее много везде. Вот. Но, кстати, у меня много друзей украинцев. У тебя много позитивного опыта. У меня много позитивного опыта общения с украинцами. Вначале у меня были какие-то внутренние цензоры, стыд, что-то такое, но мне кажется, я уже свою какую-то сепарацию прошла. И Сепарацию от... сепарацию от российского государства, я бы сказала. Потому что я сама внутренне уверена в том, что я не отвечаю за вот эти решения, за эту войну. Я не актор, но в то же время я приняла свою ответственность. То есть тут вот разница вины и ответственности. Я понимаю, что я не виновата, но я несу ответственность за то, чтобы внести, например, правду в мир, называть вещи своими именами, чтобы люди вокруг меня были таких же взглядов, как и я, и так далее. То есть... И мне очень спокойно с этим. Если украинец ко мне проявляет какую-то агрессию, я точно знаю, что это проблема этого украинца, что он может просто меня плохо знать, или у него какая-то травма своя собственная, связанная с Россией, и я это принимаю, я это не воспринимаю на свой счет. Я очень спокойно к этому отношусь. Да, я могу очень понять. И мне кажется, много у кого есть семьи, где мама или папа, или бабушки, дедушки из Украины тоже. Вообще в России очень много семей, которые имеют корни в Украине. И это так сильно повлияло, мне кажется, абсолютно на всех каким-то образом. И это жестко и очень обидно, что до войны здесь, в Швеции, ты мог говорить, да, я из России. И даже если люди как-то странно к этому относились, это абсолютно вообще none of my business. Ты это воспринимал просто как их личную какую-то проблему. И до сих пор здесь есть Чайковский идет, здесь идут, мне кажется, какие-то концерты есть, здесь есть кино на русском языке, в Стокгольме. Даже сейчас это как будто не запретная культура какая-то, вообще нет. Не отмененная. Ну да, мне кажется, что в последние годы русская культура используется пропагандой, чтобы продвигать эту пропаганду. То есть очень многие вещи уже использованы, и как будто бы у нас уже есть такая ассоциация. Меня воротит от некоторых таких... даже, условно, в кокошнике, вот мы сейчас записываем, я не одену это как аксессуар в моей повседневной жизни. Я не хотела бы, если честно... Но вообще обидно, что эта культура теперь, для меня, как будто под каким-то даже запретом. Потому что даже вот сейчас мы сидим вот в этих уютных, красивых, очень русофильских каких-то таких облачениях. И вот как-то это... Странно. Не то чтобы странно, но я не могу с гордостью показать своим друзьям и знакомым, рассказать, вот это вот российская культура, вот это вот там татарская культура, да, то есть люди такие... Окей, а что про войну? Это все равно всех касается, это все равно всех влияет, и даже экономические какие-то кризисы, и социальные проблемы, и количество людей, которые вынуждены эмигрировать. И это, жестко обидно. Вот это мой платок я выносила сверху прям под куртку очень долгое время. И когда началась война, как раз я как-то, не знаю, для меня это был момент, когда я переосознала, что мне не хочется иметь этот элемент на себе, что он как будто меня приближает к вот этому насилию, к вот этой агрессии, но... Вот русофобия ли это? Внутренняя ли это русофобия? Это, не знаю, мне кажется, каждый может... Сложный вопрос, но мне кажется, мы немножко еще тоже излечиваемся от этого, потому что прям после начала войны я помню, что каждый раз, когда я знакомилась с людьми, я почти второй фразой говорила
ну да, я из России, но я против войны, или я против Путина, или я поддерживаю Это, Украину. конечно, нужно оправдываться в некотором роде. Да, Он, с одной но- стороны, травматичный, с другой стороны, мне кажется, ты можешь и сблизиться с людьми, и ты можешь как-то сразу дать понять людям, что вот твои ценности, они вообще-то должны быть важнее, чем... Ну, типа, мне прям было очень важно Мгм. сразу это озвучить, как будто бы оправдаться, может быть. И на самом деле я могу сказать, что когда я знакомилась с человеком, и я слышу, что у него там, ну, как бы русская речь, я предполагаю, что, возможно, это человек из России. Например, я выясняю, что он из России. И у меня есть опасения, то есть мне нужно, я как бы стараюсь, я сама, у меня есть expectation, что, возможно, человек там, не знаю, поддерживают Путина. Ну, то есть мне... Шанс говна какой-то, да. Да, ну, то есть, типа, у меня есть какие-то опасения, и мне очень важно, то есть, как бы, я не знаю, как это выяснять, но часто я спрашиваю, там, а когда вы переехали? И там, я слышу, там, в 22-м году в августе. Я такая, аж так? Ну, то есть, Что случилось? ну, то есть, если я слышу, что человек приехал недавно, то, скорее всего, он приехал из-за войны. Если он приехал давно, то уже тоже... Ну, то есть, как бы... После нескольких фраз, то есть я даже сама стараюсь нащупать, говоря с россиянином, мне это важно, понять, что это за россиянин и какой у него взгляд. И я понимаю, что, наверное, шведам или другим ребятам тоже важно нащупать. Как бы я это очень хорошо понимаю, и обычно это очень сложно спросить, прощупать, поэтому я иногда просто такая сразу говорю все как есть. Если я встречаюсь с украинцами, например, я начинаю говорить с ними на украинском языке сразу, и, ну, просто ради уважения, чтобы сразу показать, что как-то типа, я не буду им навязывать говорить на русском языке. Мне вот это было, на самом деле, для меня очень важно, выучить украинский язык, чтобы не возникало таких ситуаций, когда я как бы навязываю украинцу говорить на русском. Мне прям вот это прям стало очень важным. И я такая, все, я учу. Как бы, чтобы мне хочется уйти от вот этой как будто бы имперскости. Конечно, это сложно. Тоже вопрос такой открытый, потому что вроде бы мы все знаем русский язык, это очень удобное средство коммуникации и зацит, как бы просто удобно. Но, с другой стороны, для кого-то это может быть как таким инструментом, может казаться инструментом подавления культуры. И это так и было в Украине, так что ну вот, мне с этим очень комфортно, когда мы говорим на украинском. Вообще, конечно, интересно, и мне кажется, мы начали наше это исследование русофобии из того, что пропаганда, именно очень много пропаганды на русском языке как раз рассказывает об этой великой русофобии, которая прям кроется абсолютно везде. Очень часто, когда я встречаю людей, которые поддерживают войну, они уже разговаривают такими очень какими-то пропагандными такими шаблонными тейками. Да. И вот этот шаблон русофобии, он сильно очень прицепился и, наверное, к Швеции из-за вхождения в НАТО, и вообще в целом как будто его пытаются поставить на все, что против позиции государства российского или против, даже не так, все, что против Путина, что вполне адекватно, ну, как бы, если у вас есть какие-то ценности мира, толерантности, инклюзивности, то вы не можете быть за войну. Это абсолютно противоречит оксюморон. Но на все вешают клеймо русофобии, что если вы, не знаю, к примеру, отказываетесь говорить на русском языке, это русофобия, потому что это прям совсем какая-то отмена культуры. Если вы как-то против войны, то вы русофоб. Если вы спорите с человеком, который за войну, то вы русофоб. Если вы дышите неправильно, то вы сразу русофоб. Это как такая Uno reverse card. Мне кажется, пропаганда вешает абсолютно на все какие-то спорные моменты. Да. Что все, что вы делаете, все, что делает ваше государство, это русофобное, потому что Астрид Линдгрен была нацистской русофобкой. Это какой-то вообще дичайший тег пропаганды. Вот про Астрид Линдгрен очень классный есть разбор у Иры Стромберг. Мы тоже можем оставить ссылочку в описании. У нее очень классный разбор. Она как бы в оригинале прочитала дневник Астрид Линдгрен и рассказывает, что там на самом деле написано, потому что в России, насколько я знаю, была прям инсталляция... Напротив шведского посольства. Да, что в Швеции русофобия, что Астрид Линдгрен нацистка, русофобка и так далее. У Иры Стромберг есть обзор. Пойдите посмотрите, очень интересно, очень классно. Рекомендую. Да, мой такой длинный тейк, к чему я иду, к тому, что очень часто я слышу эти о русофобии, эти пропагандистские какие-то термины от собственной семьи из России. Потому что я пока
не встречала, наверное, к радости к моей, а может быть, потому что и не так ее тут много, русофобии в Швеции, против меня, против моих каких-то близких, если мы выносим за рамки визы и открытия карт. Но я очень часто встречаю какие-то странные тейки от моей семьи, особенно там моих бабушки, бывает, что других членов семьи, которые все еще в России, о том, что мир опасен, нас все ненавидят, все это может в любой момент на тебя могут напасть, что есть какой-то вот прям какая-то вот фобия, и вот прям тебя обязательно точно будет бояться. Но, и мне кажется, лично мне персонально было важно сделать этот выпуск и как-то исследовать это, потому что я хочу, чтобы люди в России это тоже посмотрели и поняли, что как бы, ну, не все, что показывают по Первому каналу, это правда. В принципе, нет почти правды, мне кажется. Но вот это клеймо, что везде нас ненавидят и боятся, это просто неправда. Да. Мне кажется, русской культурой очень интересовались и до войны, и до сих пор очень интересуются, но уже с поправкой на то, что мы не можем как бы игнорировать контекст. Ну, мне кажется, никто его все на себе чувствуют и замечают в виде экономических санкций, даже европейцы. Вообще, если делать выводы, есть ли русофобия или нет, действительно есть проблемы, связанные с открытием банковских счетов, с открытием документов. Вот вся эта санкционная шняга, она действительно есть. И главный амбассадор, и актор, и вообще виновник этой ситуации — это Путин. Путин главный русофоб, мне кажется, да. Главный амбассадор русофобии — это Путин. И этой ситуации, вот очень много было про вот эти банки, ограничения при найме на работу. Все это благодаря... Все это появилось после войны. Да, все это появилось после начала полномасштабного вторжения. Даже после 2014 года было немножко охлаждения, но все было окей. И дальше, после начала полномасштабной войны, все усугубилось. Вот эти проблемы действительно есть для россиян, которые приезжают в Европу. В личном отношении русофобии в Швеции очень мало. Это какие-то единичные случаи. И я бы сказала, что странные люди, хорошие и плохие, есть везде. Да. И честно... довольно мало. Что? В Швеции довольно мало. В Швеции довольно мало. Швеция И я бы сказала, что да, в Швеции намного спокойнее, добрее и инклюзивнее, чем в России. И если бы мы подытоживали, если бы нам нужно было бы выбрать да или нет, я бы сказала, что русофобии скорее нет, чем да. Вот. Вы можете с этим согласиться или нет. Пишите об этом в комментариях. Да, мы будем рады очень фидбэку. Ну что, давайте завершать. Спасибо всем большое, что досмотрели до конца. Было очень интересно. Да, у нас вышло очень интересное обсуждение, и очень большое спасибо всем за ответы. Да. Как вы поняли, нас эта тема очень волнует, и, возможно, она волнует и вас. Пишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Хочу еще раз заметить то, что наше исследование, наше видео, оно достаточно любительское, и мы не претендуем на правду в последней инстанции. Это чисто наше мнение. Пишите обязательно, если у вас другие мнения. И обязательно пишите в комментариях, если вы хотите какую-то определенную тему. Если вы хотите о чем-то услышать, мы обязательно все прочитаем. Да, мне кажется, нашей фишкой является то, что мы готовы говорить на любые темы, без цензуры, без табуирования. Отдельное спасибо ребятам из русскоязычных каналов в Швеции. Да, почему? Нам очень много людей помогли с всеми этими вопросами, и было интересно все это читать. Мне кажется, было бы клево даже как-то собраться в такой неофициальной обстановке и обсудить даже с вот этими ребятами, со всеми, без камеры, хотя, может быть, и с камерой, я не знаю. Если хотите, пожалуйста, пишите тоже в комментариях про это. Но мы могли бы встретиться и обсудить, как русскоязычное комьюнити эта тема влияет на нашу жизнь. Это, к сожалению, часть нашей жизни сейчас, и мы не можем уже избегать этого вопроса. Это было YouTube-шоу «Что как?». Здесь мы говорим о том, что нас тревожит. И как нам с этим жить. Подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии, бейте в колокольчик, ставьте лайки, подписывайтесь на нас на Бусти, на Патреоне. И спасибо всем!